Всем привет! Сегодня 31 августа 2023 года. Я хочу сегодня в очередной раз подвести некоторый итог, потому что, на мой взгляд, сейчас на войне наступил решающий этап. Переломный. Он может стать переломным. Сейчас для этого есть все предпосылки, но он не сможет стать последним. Ситуация сейчас складывается на русско-украинском фронте таким образом, что русские войска прижаты к Черному и Азовскому морю. Снабжение ведется по двум путям. Через Крым, соответственно, Чингарский перешеек, там, где два моста и одна сухопутная дорога. И со стороны России, со стороны Краснодара, сухопутным путем. Там есть железная дорога, которая работает, но, по всей видимости, не везде. И там есть шоссейная дорога. Находится это все пока на расстоянии более 100 километров от линии фронта, от 200 до 100, по всей видимости. И туда дальнобойная артиллерия и реактивные установки, которые сейчас есть у украинцев, они туда не достреливают. Соответственно, эти пути более или менее безопасные. Есть ракеты, крылатые ракеты, французские, английские, которые летают на такое расстояние, но их, по всей видимости, не так много у украинцев, и они их используют достаточно редко. В частности, был разрушен мост Чингарский. Пытались, по всей видимости, ударить по Крымскому мосту этими ракетами, по Керченскому. И, по всей видимости, этой ракетой или украинской ракетой, которую они сами сделали, они говорили об этом, была уничтожена системы противовоздушной обороны, видимо, несколько пусковых установок и радар там в районе Севастополя. Так вот, что касается основных событий, которые позволяют нам говорить о том, что наступает решающий момент войны, который может стать переломным в сторону Украины. По всей видимости, в первую очередь, это мятеж Пригожина и уход, или не уход, а публичное выступление генерала Попова, командующего 58-й армией, которая обороняется в районе Запорожья, там, где фронт примыкает к Днепру. Это, по-видимому, это самое главное событие, потому что они говорят о том, что не все так хорошо в руководстве российской армии. Следующее – это массированные удары украинцев, удары, которые можно назвать массированными по сравнению с тем, что было раньше. Они не очень массированные, но они, по крайней мере, сейчас стали регулярными. Это уже атака на радар, на установку С-300 или С-400, который там стоял, мы пока этого не знаем. По всей видимости, этот радар был уничтожен, и несколько пусковых установок были уничтожены. Это большой успех, но, к сожалению, он пока никак не отразился на боевых действиях. Второе – это более-менее регулярные атаки на Москву. В Москву прилетает несколько самолетиков беспилотных, которые запускаются, по всей видимости, все-таки с территории Украины. Скорее всего, это аналоги шахедов иранских, которые себя зарекомендовали очень эффективно. И они могут летать далеко, и на них установлена такая система слежения за полетом, которая, по всей видимости, через интернет связана с оператором, и он может видеть, куда
куда летит этот управляемый или полууправляемый беспилотный летательный аппарат. Вот. Регулярные высадки украинских военных на левом берегу Днепра. По всей видимости, там уже есть плацдарм. Он не очень большой. И не знаю, возможно ли его расширить и оттуда атаковать тылы советской армии. По всей видимости, пока этого у украинцев не получается. Но как симптом это достаточно важно, потому что именно оттуда в 1920 году начался разгром, или в 19, наверное, даже, начался разгром, насколько я понимаю, Белой армии Деникина. И это очень выгодная позиция, потому что она находится непосредственно в тылу советской армии. И чтобы оттуда не начался рейд по тылам, там нужно тоже держать серьезную оборону. А там нет сейчас серьезной обороны, там не смонтированы никакие противотанковые заграждения, и, насколько я понимаю, там минные поля не очень обширные. И как перспективное направление это очень важно. Но чтобы это сделать, украинцам все-таки нужно немного больше техники, и нужна какая-то более или менее хорошо работающая переправа. Каким-то образом нужно доставать подкрепление и снабжение этим войскам. По всей видимости, пока этого не сделано. Вот, значит, сообщение о нехватке боеприпасов и техники в российской армии, вернее, не техники, а некоторых современных систем, как вот в частности, вот тот же самый генерал Попов говорил, система контрбатарейной борьбы. То есть вот эти вот радары, которые обнаруживают артиллерийские установки противника и, соответственно, наводят на них свои установки. Это очень важно в сегодняшней войне, потому что война в основном артиллерийская. И у Украины есть такие установки. Сейчас, по всей видимости, у Украины есть небольшое преимущество в артиллерии, но оно не настолько большое, чтобы стать решающим. Вот. И, наконец, некоторый прорыв, наметившийся в районе деревни Работино, которая сейчас, по всей видимости, занята полностью. И это характерно тем, что в Работино, через Работино проходит первая линия обороны. Самая мощная, самая сильная, с противотанковыми рвами, с противотанковыми надолбами, очень хорошо заминированные огромным количеством мин. И если украинцы действительно прошли через первую линию обороны, то дальше будет наступать уже значительно проще, потому что там нет такой мощной оборонительной системы, которая создана вот на этом рубеже. Ну вот, первые сообщения об этом появились несколько дней назад, но пока мы не видим подтверждения того, что украинцы активно расширяют этот прорыв. Но как предпосылка, да, это достаточно существенно. Также есть сейчас несколько ударов по российским аэродромам, где стояли военные и транспортные самолеты, уничтожено несколько ракетоносцев, ну или, по крайней мере, повреждены Ту-22, и повреждено несколько транспортных Ил-76. Это достаточно серьезные удары, они делались тоже этими беспилотными летающими аппаратами. Вот, но пока этого мало. Вот в последнем налете было задействовано от 10 до 20 этих самолетиков, но все равно этого еще недостаточно для того, чтобы иметь какое-то значение для реальных боевых действий. Вот, ну и также, что касается... Да, и еще появились морские беспилотные аппараты в Украине, они даже повредили 2 корабля
один военный, один гражданский транспортный нефтевоз какой-то. По крайней мере, сейчас для российских кораблей выход в море затруднен в связи с тем, что существует реальная опасность беспилотных управляемых морских вот этих вот аппаратов. Они плавают довольно далеко, они повредили Керченский мост, а это, по крайней мере, 700-800 километров от того места, откуда их могут запускать украинцы. И, в общем-то, вся акватория Черного моря, она сейчас для плавания довольно опасна. Потому что если украинцы отследят этот корабль, то вот этот небольшой беспилотный плавающий аппарат, он может этот корабль утопить, потому что он несет около 500 килограмм взрывчатки на себе. Это довольно много. Это стандартное вооружение торпеды, 350-500 килограмм. И небольшой корабль можно потопить одним таким вот беспилотником. Вот еще что интересно, то, что появились несколько фотографий о применении лошадей на фронте, что якобы из Башкирии, из Татарстана доставили на фронт лошадей, и сейчас их используют. В общем-то, ничего в этом нет такого ужасного, потому что лошадь, она очень удобна в некоторых ситуациях, бывает, но вроде бы как 21 век, и уже хорошо бы использовать другие методы разведки и передвижения. Но вот мы имеем это как факт. Если это связано с тем, что не хватает техники у российских войск, это одно. А если это связано с тем, что просто как дополнительный такой способ передвижения, ну, это совсем другое. Ну, посмотрим. Скоро мы увидим, что за этим стоит. А вот что касается настроений в Украине и настроений в России. В Украине, значит, стали говорить о том, что в связи с этим наступлением летним увеличилось количество потерь. Даже здесь был репортаж по австралийскому телевидению, ABC, показывали кладбище и несколько человек, которые с печальными лицами рассказывали о том, что много погибших. Да, действительно, это так, погибших стало больше, потому что армия наступает. Мы не знаем, сколько этих погибших, потому что никакие независимые исследователи не ведут подсчет украинских потерь. Этого нет сейчас в открытом доступе, ну, значит, этого нет вообще. А потери российские, да, украинские потери, вот появились сообщения, что якобы полностью потеряно украинцами только 5 танков «Леопард». И как бы всего сейчас на линии соприкосновения действует 71 танк «Леопард». Ну, приблизительно мы оценивали приблизительно количество танков, которые поставили в Украину, оценивалось в районе 200-300 штук «Леопардов». Кроме того, были же какие-то еще старые российские танки, оставались у них. А цифра 71, ну, наверное, может быть, на каком-то участке, может быть, вот на Запорожском участке воюет вот порядка 70-80 танков, «Леопардов» именно. А потери «Леопардов», значит, российские паблики постоянно публикуют атаки на танк «Леопард». Там не очень хорошо это видно, но вроде бы действительно есть какая-то атака, вроде бы что-то упало, вроде бы танк «Леопард», но это все не имеет дальнейшего подтверждения, я бы так сказал. Я давно не слышал цифры, которые дают Орикс, но, по всей видимости, цифра 5 полностью потерянных танков, она правдива. То есть 5 танков остались на поле боя, и их не стали эвакуировать, потому что они настолько сильно разрушены, что не поддаются восстановлению. Это нормальная ситуация для войны, именно так считаются невосполнимые потери. Но если 5 танков
полностью потеряна, но значит, что 20, наверное, были подбиты, были эвакуированы для ремонта той или иной сложности с поля боя. И мы видим кадры, когда эвакуируются леопарды, которые находятся в не очень хорошем боевом состоянии. Вот, и это, собственно, все сообщения о потерях украинской армии. И по российской армии такие же скудные сообщения. Сейчас, по всей видимости, научились, и та, и другая страна научилась каким-то образом прятать свои потери так, чтобы они не стали достоянием общественности. Может быть, запретили делать фотографии, может быть, еще там какие-то фильтры сделали своеобразные, но мы пока не видим большого количества сообщений о потерях. А вот по живой силе в российской армии потери тоже сейчас стали освещаться значительно меньше, но мы видим, что живой силы не хватает, потому что жалуются солдаты воюющие, делают вот эти вот свои записи, распространяют их, где они говорят, что они воюют без замены, без ротации. А это может говорить только о том, что не хватает живой силы. Также сейчас увеличилось количество сообщений, которые говорят, что очередная волна мобилизации начнется во второй половине сентября, после вот этих вот выборов, которые состоятся в России. Я не думаю, что она будет вот так сильно афишироваться российскими властями. Скорее всего, она пройдет скрытно, просто будут посылать больше повесток. И это будет, конечно же, не в больших городах, это будет вот где-то там в глубинке, как и всегда, потому что мобилизационный потенциал в России он далеко не исчерпан, он совершенно не исчерпан. Очень много людей можно отправлять воевать, тем более, что деньги пока есть, по крайней мере, их можно немного подпечатать, а экономика почувствует это все, по всей видимости, все-таки не скоро, потому что людям есть куда потратить эти деньги, в частности, на недвижимость. И мы видим сообщение, что цена на недвижимость в больших городах сейчас постепенно растет. И в Москве выросла на 10-15%. Вот, поэтому деньги есть, мобилизационный потенциал есть, людей будут мобилизовывать, но, по всей видимости, скрытно. Вот, что касается настроения внутри народа, внутри российского народа. Настроение в украинском народе можно, конечно, пообсуждать, но, насколько я вижу, там, по пабликам, насколько я вижу, там сейчас настроение воевать до победного конца. Может быть, это будет не конец, но они хотят, конечно же, победить. Трудно предположить сейчас, чем закончится вся эта российская авантюра. Скорее всего, закончится мирными переговорами, и часть территории украинцы отдадут, не смогут их отвоевать, но возможно также, что по крайней мере до Крыма, может быть, они освободят всю территорию. Это возможно. Это не очевидно сейчас, но возможно. По крайней мере, то, что очевидно, это то, что война будет еще продолжаться какое-то довольно длительное время. Хотя на войне случается все, что угодно. Вот. Что касается настроения русского народа, то он тоже довольно агрессивно настроен. Люди пока не почувствовали эту войну в полной мере, в какой необходимо для того, чтобы эта война остановилась. И люди продолжают жить теми мифами, которые для них придумывает советская пропаганда, российская пропаганда. Вот. И эти мифы, которые вот сейчас отправляются через телевизоры, другие средства массовой информации в народ, они во многом основаны и имеют довольно серьезный фундамент из тех мифов, которые были заложены советской пропагандой за предыдущие 100 лет. Значит, в основном это все сводится к тому, что Запад плохой, на Западе жить плохо. И русские, которые попадают на Запад, они в основном стремятся вернуться в Россию, потому что у них наступает некая ностальгия и все такое. Конечно же, этого ничего
ничего нет в той мере, в какой об этом говорит западная пропаганда. Конечно, жизнь на Западе тоже не очень простая, но что касается материальной стороны, то она в цивилизованных странах, материальная сторона вопроса закрывается полностью, как только человек начинает работать здесь. А люди, которые приезжают сюда с некоторым количеством денег, которые им позволяют не работать, они ощущают сразу же довольно серьезные изменения в комфорте этой жизни, потому что и продукты, и все остальное здесь значительно лучше, чем в России. Ну, не в 10 раз, конечно, но в разы, конечно же, все это значительно лучше. Люди совсем другие, тоже достаточно приятные в общении. Тяжело заводить новые знакомства, но в первую очередь это связано, конечно же, ни с какой не ностальгией, а с отсутствием языка. Язык – это 90% комфортной жизни в другой стране. И если люди сюда приезжают без языка, то, естественно, у них возникают серьезные проблемы и в общении, и во всем остальном. Ну, в работе самое главное, потому что если человек здесь устраивается на работу, то он может себе позволить уже все. А если человек здесь не может устроиться на работу, то на пособие, которое есть не у всех, жить довольно сложно. Вот. Хотя те люди, которые начинают получать пособие, они сразу же приспосабливаются и живут каким-то образом. Многие даже устроившись на работу, работают неполный день, потому что пособие уменьшается, когда у тебя большая зарплата. Вот, поэтому это некоторый такой, не то чтобы наркотик, но такая вещь, пособие, которая позволяет людям, с одной стороны, уже жить, а с другой стороны, она не позволяет людям жить лучше, чем вот этот минимум, который тебе дается. В любом случае, если у человека есть достаточно желания, достаточно энергии здесь работать, то он будет работать, и он получит все, что ему нужно. И квартиру, и машину. Купить, конечно же, собственно, здесь довольно непросто, если ты приехал сюда уже особенно не в молодом возрасте, скажем так. Если в молодом возрасте приехал и работаешь, то, конечно же, купишь себе какую-то квартиру или даже дома, а если будешь хорошо работать, то это вообще не такая уж большая проблема. Вот, но, по крайней мере, снимать квартиру, арендовать можно вполне, и при этом можно хорошо жить. И вот еще, опять же, возвращаясь к тем мифам, которые созданы для российской публики, вот нет такой ностальгии, что вот меня тянет там на родину, я без этого жить не могу. Я не встречал здесь таких людей, которые бы вот так вот тосковали по родине. Это в основном миф, он создан для жителей России, для тех, кто не может выехать за границу. А здесь, за границей, я встречаю людей, которые говорят, ну что больше мне в России делать нечего, я туда вообще теперь больше никогда не поеду. Ну а что ж ты туда не поедешь-то? Съезди и посмотри, нет, не поеду. Ну, может быть, это личное что-то, а может быть, действительно вот этот вот когнитивный диссонанс, который возникает, когда человек из того общества, в котором вот это вот все западное, все прогрессивное, оно подано в ином свете, когда оно попадает вот в это общество, где оно есть, и вот возникает вот такой вот обратный эффект, что туда больше ни ногой, нечего мне там делать. Не знаю, насколько это у всех или не у всех, но вот я встречал людей, которые активно это говорят. И сейчас я встречался с украинцами, которые здесь живут меньше года. Они, конечно же, все в растерянности от того, что в основном от того, что у них нет языка. Те, у кого есть язык, они совершенно спокойно воспринимают реальность, особенно те, кто устроились на работать, у них, в общем, все нормально. А те, у кого нет языка, и вот пожилые люди, в частности, они тоже все без языка, они, конечно же, говорят, что как только война кончится, мы вернемся в Украину. Но прошло пока меньше года. Это не тот срок, когда человек может адаптироваться. Чтобы здесь адаптироваться и вот решить языковые проблемы, нужно, по крайней мере, 3 года. Большой срок.
большой срок, конечно, я не спорю, но молодежь, которая уехала сейчас с Украины, я думаю, что они все здесь адаптируются, и никто назад не вернется. Из тех, кто будет работать, по крайней мере, уж это точно. А вот пожилые люди приезжают сюда в основном к своим родственникам или реже к знакомым. Для них это сложнее, но они приезжают уже как бы на все готовое, и им, в общем, нужно просто жить и стремиться, особенно ни к чему у них нет смысла. И поскольку здесь у них и общение ограничено, и вообще ситуация немного другая, они в основном занимаются тем, что вспоминают о том, что как там было хорошо им жить у себя на родине, какие у нас там были дома, сады, огороды. И вот это можно назвать ностальгией, это действительно есть ностальгия, но надо учитывать, что это люди, которые поменяли место жительства не по своей воле, что они убежали от войны, что там была война, у них разрушены дома, и они поэтому уехали оттуда, чтобы сохранить свою жизнь, по крайней мере. Это немного другая ситуация, но я думаю, что через какое-то время эти люди здесь адаптируются, найдут свой способ, как им здесь можно жить. И вот этот вот хороший высокий уровень жизни и высокий уровень комфорта, который здесь присутствует, он сделает жизнь этих людей нормальной, сносной. И я не думаю, что они вернутся в Украину. Может быть, некоторые вернутся, но в основном нет. Вот, и, значит, что я, собственно, хотел сказать, что вот эти мифы, которые созданы в России за последние 100 лет, они совершенно не соответствуют действительности. Мифы о западной жизни, мифы о цивилизованных странах. Люди в России представляют себе мир совершенно другим. Поэтому, когда они приезжают в Европу, там, в Америку и в другие цивилизованные страны, то мы видим на их лице изумление и растерянность, потому что они ожидали увидеть совершенно другое. А приехав сюда, они сталкиваются с нормальной жизнью нормальных людей, и они не понимают, почему же у них в головах вот это все совершенно по-другому. Где вот эти вот ужасы дискриминации, где вот эта высокая преступность, про которую говорят, где там еще что-то такое невероятное, этого ничего нет. Здесь живут нормальные, обычные люди. Немного по-другому, конечно же, все. И общаются они по-другому, и разговаривают немного иначе. Но все люди разные, это понятно. Вот. И то представление о цивилизованном мире, которое сейчас существует в головах российских людей, абсолютно не соответствует действительности. Поверить этим людям вот в это совершенно невозможно, потому что 100 лет это вдалбливали людям в голову, именно вдалбливали. Сейчас, последние 20 лет, этот напор усилился еще благодаря пропаганде. И очень много вот этих вот всех историй, которые живут не только, которые вышли в жизнь не только из телевизора или из соцсетей, но, вернее, созданы телевизором и соцсетями, а они созданы, на мой взгляд, еще и очень опытными работниками ФСБ, КГБ, НКВД. И с тех пор количество таких историй увеличивается, постоянно возрастает, и они очень живучие, потому что они сделаны таким образом, чтобы повлиять на самые чувствительные зоны русской души, что называется. И невозможно это вот так взять и переломить. Вот, допустим, сейчас, если украинцы победят в этой войне, я не думаю, что мнение людей об украинском обществе, о западном обществе, мнение российских людей изменится. Оно не изменится. Останется все по-прежнему. И они также будут жаждать реванша в этой войне, благодаря своим вот этим вот внутренним установкам, которые были заложены в них и в их предков 100 лет назад. Это все будет жить, с этим всем совсем очень несложно бороться. И сейчас Россия закрывается постепенно для
для выезда, и для въезда. Но кто сейчас поедет в Россию в турпоездку там, или в бизнес-поездку? Это же совершенно сейчас немыслимо в связи с этой войной. И поэтому русские будут продолжать жить вот в этом своем внутреннем мире и пользоваться вот этими мифами, которые в них вкладывает наша российская пропаганда, и которые инспирируются, конечно же, не только через какой-то там идеологический отдел российского телевидения, но и глубже. Наверняка сейчас в ФСБ и ФСО созданы вот эти вот отделы, которые должны вот это все придумывать и через средства массовой информации, через соцсети выбрасывать в народ, чтобы народ питался этим. Потому что когда я разговариваю со своими оппонентами в России, никто не верит в то, что я говорю. Верит не мне, а верит телевизору или там, не знаю, кому-то еще. А мои слова воспринимаются как откровенная ложь. Я тут живу под воздействием пропаганды. А здесь ведь нет совершенно никакой пропаганды. Нет пропаганды. Даже если ты смотришь телевизор, ну, здесь есть, конечно, новости. В этих новостях показывают что-то такое, что связано и с войной, но это очень редко. И с Украиной это еще реже. А чтобы назвать это пропагандой, ну, совершенно невозможно. Здесь нет вот этих вот диких шоу разговорных, в которых все это обсуждается. Есть какие-то юмористические передачи. Здесь я не вижу. Когда я смотрю новостные ленты Google, там Яндекса, Ютуба, не вижу я ничего здесь. Вообще, как будто бы это вот то же самое, можно сравнить, между прочим, то же самое, когда мы жили в России и была война где-нибудь, предположим, в Сомали или в Анголе, или там, не знаю, где-то там вдалеке. Как мы к этому относились? Ну, мы знали, что там идет война. А что там происходит? Почему? Какого там правителя свергли или еще что? Совершенно было для нас какой-то вот на 120-м месте это все стояло. Точно так же и здесь. Для этих людей война между Россией и Украиной, она находится где-то на периферии сознания. Они знают, что есть война, знают, что эта война может перерасти в какой-то серьезный конфликт, но больше, чем один раз, там, не знаю, в неделю они об этом не говорят. Они об этом не говорят. Я разговаривал с местными жителями, они знают про это, но на них это никакого влияния не оказывает. А наши российские жители думают, что здесь все вокруг одна сплошная пропаганда. Они говорят, что везде все одинаково, везде телевизор, значит, одинаково работает, везде спецслужбы работают одинаково. Нет, совершенно не везде, совершенно не одинаково. Нет в этом никаких резонов, чтобы здесь так было. Ну и здесь общество построено таким образом, что они живут для себя. В первую очередь им нужно обеспечить хорошую жизнь для себя. И говорить о том, что там вот где-то там происходит что-то ужасное, да, конечно, происходит, да, все стремятся помочь тому, чтобы этого ужасного не происходило. И, кстати говоря, многие русские, которые здесь адаптировались, живут по 30-40 лет, они помогают Украине сейчас, потому что у них есть некое чувство вины. И когда с ними сталкиваешься, то это совершенно невозможно объяснить. Они собирают какие-то вот эти вот $100, дайте нам $10, мы отправим это все в Украину. И это действительно так, они это отправляют туда, и даже какие-то машины покупают. Ну, есть такие люди, которые что-то кладут себе в карман, но это издержки российского воспитания. А в основном вот люди, простые люди, которые живут здесь вот довольно долго, когда сейчас они увидели, что началась вот такого рода агрессия, да, свои 10, 20, $100 они постоянно отправляют в Украину, чтобы, значит, каким-то образом вот снять с себя эту вину, что ли, я не знаю. Вот что-то вот у них вот такое вот в головах. У меня пока этого еще нет, я по-другому к этому отношусь. Ну вот здесь такая ситуация. Простые, конечно же, люди в меньшей степени так себя чувствуют, но для них эта война слишком далекая.
слишком далекая война, слишком много вооруженных конфликтов происходит во всем мире. И они это вот именно так воспринимают. А никакого давления со стороны, не дай бог, правительства здесь, конечно же, не ощущается, но и его просто нет. У правительства достаточно других дел, чтобы еще интересоваться вот этой вот войной, чтобы как-то воздействовать на своих жителей. Зачем? В чем смысл-то? Кому нравится, пусть сами этим занимаются. А так, в общем, надо жить для себя, надо жить, ну просто надо жить. Здесь совершенно другое отношение к государственной политике. Для людей государственная политика, для простых жителей, она в основном направлена, люди так считают, что она должна быть направлена, ну, собственно, она и направлена на то, чтобы улучшить жизнь людей, чтобы отремонтировать там какую-то дорогу, построить новые дома, сделать торговый центр новый. Вот куда направлено это все. Совершенно ни о какой войне здесь речи не идет. То есть вот здесь я могу сказать абсолютно точно, что разница в настроениях людей, разница в пропаганде, это в сотни раз отличается от того, что есть в России. Именно в сотни раз. Чтобы там русские люди не говорили, чтобы они не думали. Вот. И это, конечно, ужасно, что они живут там в своем мире, у них вот свое понимание происходящего в мире, и оно совершенно не соответствует действительности. В мире все происходит совершенно иначе, а не так, как эти люди представляют себе в своих головах. А вот, ну, пока что все. А посмотрим, как дальше будут развиваться события. Пока.